Китае на свет появилась девочка по имени Примроуз. С самого рождения она отличалась от других новорожденных. Дело в том, что ее глаза были такого цвета, как будто бы отлиты из чистого серебра. Малышка была полностью слепа, она страдает врожденной глаукомой. Это довольно редкое заболевание, один случай из каждых 30 тысяч новорожденных, которое может привести к серьезной и необратимой потере зрения. Сразу же в роддоме мать написала отказ от нее, и уже через несколько дней кроха отправилась в приют. Как и все дети, Примроуз каждый день ждала того, кто сможет забрать ее и подарить ей настоящую родительскую заботу, любовь и тепло. Но проходили дни, месяцы и года, а чуда не случалось. Семейная пара из городка Бразильтона, что в штате Джорджия, Эрин и Крис Остин имели вполне полноценную семью. У них был свой дом и двое очаровательных детишек, что еще нужно для счастья. Но однажды женщина просматривала свою ленту на Facebook, она вдруг увидела фотографию Примроуз. Как позже рассказывала Эрин, увидев фото малышки, я почувствовала, что во мне что-то перевернулось. Я вдруг ясно осознала, это мой ребенок Остины, приняли решение, что удочерят девочку. Процесс удочерения занял несколько месяцев, и Примроуз поехала в Соединенные Штаты к своей большой и любящей семье. Конечно же, все было не так просто. Супругам пришлось пролететь через США, Грузию и Китай. Они прошли все 9 кругов бюрократического ада, но они ни о чем не жалеют. Через год пара решила поделиться своими ощущениями после усыновления малышки. Нет ничего страшного в том, что она слепая, говорит ее приемный отец Крис, и не стоит нас жалеть. Когда люди узнают, что она слепая, они часто говорят: «Мне очень жаль». А я отвечаю: почему? Когда дело касается усыновления, в душе происходит нечто такое, что трудно объяснить, говорит Крис. Некоторые люди называют это знаком свыше, с помощью которого сам Господь говорит им, что это именно их дочь или сын, а некоторым помогает интуиция. Увидев ее фотографию, мы сразу же поняли, что хотим удочерить ее, потому что она наша дочь. Но, к сожалению, 8 месяцев назад Примроуз начала испытывать боль в глазах, причем настолько мучительную, что она плакала по 16 часов в день и отказывалась от пищи. После обследования выяснить, что в одном глазу Примроуз повышенное давление и отслоение сетчатки, а другой глаз уменьшился вдвое. Было принято решение удалить девочке глаза. Приемным родителям было трудно на это согласиться, но так было правильно на все 100%. К счастью, операция прошла успешно. Это было чудо. Через 2 дня после операции она впервые за несколько месяцев улыбнулась. Она действительно чувствует себя хорошо после того, как причина ее сильной боли устранена, рассказывают они. Для Примроуз будут изготовлены глазные импланты, а ее опекуны надеются на лучшее. Надеемся, что однажды ее биологические родители обретут спокойствие, поскольку узнают, что их дочь в безопасности, растет в любящей семье и счастлива. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.